Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп с мая по декабрь 2023 года. Юпитер в Тельце, середины мая, 16 числа. Своеобразный переход получается в мае месяце, условно, как будто Юпитер делит этот май на две части. Если первая половина месяца у нас проходит Юпитер по знаку Овен, и это мы знаем, что больше решимости, это больше импульс какой-то, это экспансия, то Телец это как раз про стабильность, спокойную уверенность. Вот этот момент перехода может высветить, знаете как, мы можем узнать какую-то правду или какая-то реальность словно для нас открывается, и это для нас неожиданно. Это можно назвать еще ломкой шаблона. И для кого-то из нас это может быть отчасти болезненно, потому что, может быть, мы действовали прежде как уже по какой-то накатанной колее, или мы думали, что дела на самом деле обстоят как-то по-другому. А здесь мы можем словно в корне изменить мнение либо о ком-то, либо о чем-то. Давайте узнаем, что думают карты по этому поводу. И достанем из расчета одна карта на месяц. Пусть нам карты подскажут. Итак, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Так что же в мае? Вот так. 15-й аркан. Серьезный аркан. Главное не пойти в разнос. Правда, мы можем тут что-то, как и узнать информацию, так и, знаете, может быть какой-то последней капли терпения. Или какая-то ситуация, которая вас словно вынуждает зависеть от чего-то или от кого-то. Захочется положить конец. Вот с чем-то окончательно разобраться, стрельцы, мои дорогие, может захотеться. Конечно, по 15-му аркану это для кого-то из вас проиграется личная жизнь, вопросы страсти, вот влечение к конкретному человеку или решение, решимость, точнее, разобраться с какой-то финансовой ситуацией или еще с каким-либо вопросом. Здесь ведь есть сам по себе вот как раз импульс. Это нас словно, может быть, обстоятельства вынуждают принять какое-то решение, или это внутренний наш посыл, когда мы себе говорим: нет, все, хватит, я хочу с этим разобраться наверняка, я не хочу к какому-то вопросу возвращаться снова и снова, или я хочу изменить свою жизнь. У каждого проиграется это по-своему. Надо сказать, что 15-й аркан помогает именно в вопросах благополучия. Это буквально финансы, что-то по финансам порешать, и кто-то из вас получит деньги, особенно если те деньги, которые где-то задерживались, или по какой-то причине что-то застопорилось. Здесь может уже начаться какое-то продвижение. Но самое главное, мы не должны рисковать собой. И основной посыл этой карты: мы не должны быть в зависимом положении ни от людей, ни от вещей где-то, ни от денег. Потому что как только 15-й аркан чувствует, что мы попались ему на крючок, он начинает свою игру. А вот какая-то более хладнокровная позиция, рациональная, она как раз нам помогает увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле, и не попасть в какую-то зависимость. Это тоже будет проигрываться. Ну, чего бы ни касалось дела, по 15-му аркану это физическая форма, которая нам дает возможность порешать многие вопросы. То есть как будто сил у нас на все хватит. Давайте посмотрим, а что же там в июне? А в июне прекрасная карта, мои дорогие, получение денег, опять же, потому что все-таки десятка пентаклей – это про деньги и про благополучие, и про дом, полную чашу, и вообще благоприятный месяц, и когда есть то, чему мы радуемся. Для кого-то решение вопросов личной жизни, правда? Даже с арканом дьявол вполне вероятно, какая-то ваша любовная история может получить прекрасное продолжение, или ваши чувства могут выйти на
новый уровень. Даже если где-то были поначалу или превалировали вопросы физического влечения, то здесь уже забота о партнере, когда есть желание быть друг с другом и заботиться друг о друге. По десятке пентаклей ведь не только про деньги. Посмотрите, здесь и поколение, здесь и дом нам показан уютный. Вот все вопросы, которые включают слово благополучие, как раз содержит эта карта. Прекрасный месяц, когда мы можем что-то и порешать, но карта еще и говорит, что в целом мы можем и еще и отдохнуть, и остаться довольными, счастливыми. Ну, благополучный месяц июнь на все сферы жизни. Июль. Карта эгоиста, когда у нас все прекрасно по финансам, когда мы получаем деньги, когда мы, опять же, собой довольны. По этой карте даже есть значение, как будто побаловать себя стоит, потому что, может быть, какой-то предыдущий период вы выдержали вот так вот стойко, или это может быть как получение денег по поводу вашей работы, может быть, или какого-то вашего бизнес-проекта, и тогда себя тоже как будто нужно побаловать, купить себе какой-то пустячок, идет вот по этой карте. Мы, когда что-то материальное себе приобретаем, не глобальное по этой карте как раз нет, а именно я говорю про какую-то вещь, может быть, которая может служить впоследствии для вас как талисманом. И в трудную минуту напоминать о том, что был уже период сложный, который мы прошли с честью, выдержав. И действительно, на самом деле, подобные вещи, какие-то небольшие совершенно, работают для нас безотказно. И надо сказать, если вообще мы говорим про деньги, несмотря на то, что у вас и десятка пентаклей, и девятка кубков выпадает, и хоть и кубки называются, но вообще-то эта карта говорит больше о финансовых каких-то успехах, а не о чувствах. И нам ведь говорят о том, что деньги-то мы не тратим. И значит, каков бы ни был финансовый доход, девятка. И это всегда преддверие перемен. Что-то впоследствии, как будто карты нам говорят, будет меняться. Поэтому то, что мы уже достигнем, добьемся, реализуем к июлю месяца, нужно просто сохранять. Потому что в дальнейшем именно обстоятельства, в которых мы находимся, будут меняться. Давайте узнаем, что это будет. Август. Ну, тут по королеве Пентаклей великолепно, потому что это сама по себе стабильность. Это где-то олицетворение тельца, и будет важно все. У кого-то могут быть вопросы, связанные, правда, с личной жизнью. Смена статуса у вас, мои дорогие, может быть. И если были какие-то отношения, которые, когда вы встречались, да, которые не были еще определены, будем мы вместе проживать или нет. Безусловно, по всем этим картам вы можете сменить статус, и если вы прежде встречались, то теперь вы уже решите жить вместе, создать семью. Вполне вероятно. Но надо сказать, что как раз королева Пентаклей умеет из хаоса создать порядок. И поэтому, с одной стороны, это та стабильность, которой Юпитер в Тельце, мои дорогие. Юпитер, не забываем, что это ваша планета, управитель. И поэтому, наверное, в августе можно ждать реализации еще какого-то нашего проекта. Это когда мы остаемся не просто собой довольны, а когда мы чувствуем, что создали словно подушку безопасности. И тут будут важны как ваши проекты, ведь королева Пентаклей находится среди райского сада, который она создала своими руками. Так вот здесь как уже что-то вами достигнуто, есть реализация, так и есть планы на будущее. И по этой карте, безусловно, как и вопросы имиджа проходят, как вопросы вашего здоровья для королевы Пентаклей, это все важно. Вопросы финансов, безусловно, вопросы жилища. И у каждого как-то по-своему это проиграется. Но это и есть где-то олицетворение того, к чему мы все стремимся, когда у нас все и под контролем, когда мы довольны, когда нет какого-то лихорадочного темпа, понимаете, все же это сама по себе стабильность и спокойствие. Ну, летние месяцы прекрасны, мои дорогие стрельцы. Давайте посмотрим, что дальше. Сентябрь. Принцесса жезлов.
Не такая крупная карта, но о чем она нам говорит? Как будто вы будете стоять на выборе. Или будете решать какие-то вопросы, и все равно будет такой момент, когда придется либо что-то обдумать, либо из чего-то придется выбирать. И тогда карта нам говорит, не ускоряйся. Шла буквально принцесса жезлов куда-то и остановилась, как будто вот этот красный плащ в этой колоде карт очень много символики. И красный цвет – это всегда ведь импульс, это движение. Так вот, если мы говорим про вот этот красный плащ, который как будто от ветра делится на две части, о чем нам говорят? Словно есть какие-то две темы, два направления, два интереса, может быть, у кого-то два человека, правда. И мы стоим на этом самом выборе, и словно ветер, который развивает этот плащ за спиной, подталкивает принцессу определиться в чем-то. Так и нам, скорее всего, придется сделать какой-то выбор. Но принцесса у нас останавливается, как будто в самый последний момент, и говорит себе: дай-ка я еще раз обдумаю. И поэтому по этой карте есть такое значение. Не бойтесь где-то поставить на паузу какой-либо из вопросов, если вы в последний даже момент чувствуете, что мне надо еще раз словно обмозговать, подумать, определиться, еще раз все проверить в последний момент, или подумать, как решить тот или иной вопрос, или из чего-то выбрать, или какое принять важное решение. Но вообще нет спешки в этой карте. Есть, безусловно, какие-то интересы наши, но мы никуда не ускоряемся. Обычный месяц где-то спокойный, я бы сказала, но в то же время все-таки огненные ваши энергии, стрельцы мои дорогие, и что-то вы будете здесь, может быть, просто планировать на будущее. Октябрь. Наверное, двойка жезлов – это мы уже как готовы куда-то отправиться. И опять же, либо есть момент, когда... Что здесь у нас плащ на две части делится, так и тут у нас всего два жезла. То есть нет еще в чем-то определенности. Есть только какие-то планы, когда мы готовы что-то осуществлять. А для кого-то из вас это может проиграться, что я не смог определиться или не смогла в сентябре месяце. И здесь это может касаться, к примеру, работы. Мне придется на двух работах работать. Или я не могу бросить пока свою основную работу, хотя я уже начал или начала какое-то личное дело. Или монетизирую свое творчество, свое хобби, свое ремесло. Или на работе, может быть, все же это у нас жезлы, дела, работа, бизнес, деньги где-то. И есть вот эти два направления, когда мы одно не можем бросить, а второе еще как будто не развилось как должно, чтобы можно было на это опереться. Своего рода, когда приходится сидеть на двух стульях. Или, может быть, в общении с людьми подобная ситуация сложится, когда нам придется где-то лавировать. Вот это примите во внимание. Значит, раз карта такая выпадает, это будет сделать необходимо. Значит, времени, может быть, нужно дать самому себе побольше, чтобы в чем-то определиться. Или подождать, пока разовьются какие-то события. Для кого-то буквально вы засобираетесь в поездку или в далекий переезд, вполне вероятно, и будете просто ждать оформления документов. И много будет, может быть, каких-то оформлений, обращений в инстанции, много разговоров, каких-то, может быть, планов на будущее. Все вместе тут может проиграться. Но, опять же, это жезлы, это ваша энергия, и вы будете чувствовать себя прекрасно, как будто я сейчас наиболее ресурсна или ресурсен. Хотя, может быть, вполне вероятно и усталость. Вот что сентябрь, что октябрь, где-то энергии похожи, но нет какой-то синкопы. Здесь у вас все под контролем. Нет, кстати, старших арканов, и значит, вы можете влиять на эту ситуацию. И это само по себе тоже очень хорошо. Давайте посмотрим ноябрь. Марафонский забег. Марафонский забег – это какое-то наше дело, правда? Стрельцы, мои дорогие, многие из вас захотят просто работать на самого себя, если мы говорим именно в позиции нашего труда или работы, и идеальные карты для того, чтобы начать. Поэтому, если есть такие мысли, начинайте. Время
превосходная, как будто, знаете, стабильно понятная, когда мы можем все равно что-то планировать. Понятное дело, что по этим картам, по всем, не исключается, точнее, тот момент, когда будут какие-то внезапности. Все-таки у нас тут 15-й аркан, и он может где-то свою игру продолжить в последующем. Но в целом-то у нас все как будто под контролем. И поэтому важно будет не упустить какой-то шанс. А если мы говорим про ноябрь, принц Пентаклей, это как раз, знаете, это не просто наше какое-то стабильное финансовое будущее, а я сказала, марафонский забег. То есть это то будущее, которое мы, или наш успех, который будет нам помогать, или пусть это будет как наш проект, новая работа, новая должность, новый наш какой-то к чему-то интерес именно в плане самореализации, когда будет приходить финансовый доход в течение длительного времени. А для кого-то из вас ноябрь может просто означать, что мне какой-то человек помогает решать какие-либо вопросы по документам или по деньгам. Или, если это связано со сменой статуса, да, вот как нам уже где-то демонстрируют карты, или изменениями в личной жизни, вполне вероятно, вы вдвоем будете что-то планировать. И тогда вполне возможно, ваш партнер будет вам в чем-то помогать, может быть, оформлять документы или закрывать какие-то бреши, может быть, у кого-то и так может проиграться, потому что по этой карте иногда нас выручают деньгами. И здесь у каждого, конечно, по-своему. Но что я должна сказать? Принц Пентаклей едет медленно. Мы не должны ускоряться, мы должны словно все подмечать. И значит, будут какие-то перемены еще вокруг нас. То, что мы называем сменой обстановки или каких-то обстоятельств. В чем-то нужно, не просчитаться, что-то нужно не проморгать. Вот это тоже имеет значение. Декабрь. Четверка Пентаклей, карта якоря. И карта жадины одновременно. У нас все под контролем. Нет каких-то изменений, мы будем просто сохранять позиции, мы будем радоваться где-то жизни и будем все контролировать, что происходит вокруг нас. Карта говорит, сохраняй все, но иногда по этой карте, знаете, есть такое состояние, когда кажется, что я хожу по кругу, поэтому могут быть какие-то как задержки вроде бы в решении этих или иных вопросов, например, с документами, да, или я хочу какого-то драйва, а у меня все стабильно, тогда надо только радоваться. Я бы сказала, как раз в декабрь месяц, это тот месяц, где все готовятся к праздникам, уже совсем другое настроение, и идеальная карта четверка Пентаклей для того, чтобы порадоваться за самого себя. Оглянувшись назад, посмотреть, что я достиг или что у меня получилось сделать за эти полгода. А ведь обещают интересные эти полгода для вас, мои дорогие стрельцы, когда есть что вспомнить в декабре месяце, есть себя за что-то и похвалить. Мы никуда не торопимся уже в декабре, и как будто форсировать, что-то начинать, по этой карте нет. Просто сохранять все как есть и радоваться жизни. И я так думаю, что ваш управитель Юпитер как раз будет беспокоиться о своих любимых стрельцах в первую очередь, чтобы помогать им. Перекладывайте на себя, мои дорогие, будьте счастливы.